Всем привет! Вы на канале «Если хочешь любить, люби». Не забудьте подписаться и поставить лайк. Хочу рассказать о случае, произошедшем совсем недавно. Мое имя Наташа, мне 33 года, высокая брюнетка 185 сантиметров и с крутыми формами тела. Вроде симпатичная, но по крайней мере от поклонников отбоя нету. Замужем более 7 лет. Муж Антон, симпатичный, высокий. Меня любит, но со своими прибамбахами в голове. Мужу не изменяла, но флиртовать люблю. Люблю внимание противоположного пола. Вот как-то совсем недавно мы со своим мужем, оставив своих детей у свекрови, решили вырваться на природу, отдохнуть. Муж любит рыбалку, и, конечно, решил не упустить возможность порыбачить чуть-чуть. Неделя перед этой поездкой выдалась очень напряженная и нервная. Работа что у мужа, то и у меня, достаточно сильно нас напрягла. И нужно отметить, что это был конец августа. В пятницу, вырвавшись с работы пораньше, мы оба, быстро собравшись, отправились на своей Ниве на озеро, в любимое место мужа. Приехав на берег озера, мы обнаружили, что рыбное место, где любил рыбачить муж, занято. Точнее, занята живописная поляна. На поляне расположилась компания из 3 молодых парней, примерного возраста 25-30 лет. Мы, подъехав к ним, разговорились с парнями. Оказывается, они вырвались от своих жен на рыбалку, немного побраконьерничать, расставив сети, естественно, отдохнуть и немного выпить. Ну, в общем, отдохнуть мужской компанией. Парни нас приглашали присоединиться к ним, но муж отказался, и мы, отъехав от них метров за 100-200, расположились, поставив палатку и разбив свой лагерь. Наготовив много дров, муж пошел порыбачить, пока я готовлю ужин. Пока муж рыбачил, ко мне подошел один из парней по имени Юрий и предложил пару щук на уху. Я, естественно, не отказалась. Мы с ним немного пообщались, и он ушел к своим парням. Парень мне понравился в общении, и на вид тоже был очень даже симпатичный. Я быстро сварганила уху, тут и подоспел муж. Я разлила холодной водочки, и мы, выпив чуть-чуть, разговорились. Я поведала мужу, что приходил Юрий, и принес пару щук. Антон посетовал, что нужно было согласиться на предложение парней и присоединиться к их компании. Но теперь как-то неприлично и неудобно. Мы сидели и разговаривали, перебирая события прошедшей недели, а с соседнего лагеря лился смех и тихая музыка. Время шло, темнело, мы с Антоном, хорошо уже выпив, слово за слово начали ругаться, буквально из-за пустяка. А у моего мужа есть очень плохая привычка. Во время ссоры он уезжает, уходит куда-нибудь и появляется только на следующий день к обеду. И просит прощения и обещает, что больше так делать не будет. А я переживаю за него. На звонки и СМС он в это время не отвечает. Вот и в этот раз не стало исключением. Он, психанув, сел в Ниву и уехал. Я думала, он сейчас вернется, но не тут-то было. Я очень сильно была напугана, телефон его был недоступен. Я сидела и ревела. Что мне делать, я не знала. Было очень страшно. Кругом темнота. Сначала я хотела лечь в палатку и попытаться уснуть. Подумав немного, во мне закипела обида и злость на мужа, ведь он оставил меня одну в неизвестном мне месте, рядом с компанией мужиков. Мне захотелось просто напиться и забыть о случившемся, и я, захватив бутылку с остатками водки, пошла к лагерю парней. Злость и обида переполняли меня. Я кипела. Подойдя к их столу, я спросила, не примите к себе в компанию одинокую девушку. Парни заговорили наперебой, что не против, если я разбавлю их мужскую компанию своим присутствием. Я им объяснила, что мы поругались с мужем, и он, бросив меня тут, уехал, куда глаза глядят. Юрий посетовал, что скоро он опомнится и приедет, на что я ему сказала, что до завтрашнего обеда ждать моего мужа не стоит. Я подсела на свободное место на бревне рядом с Юрием. Парни оказались еще теми болтунами. Щебетали о своих интересных похождениях, при этом предупредив меня, сильно не судить их и не обращать на их истории особого внимания. При этом еще и умудряясь спрашивать меня, как с моей точки зрения, правильно ли они поступили. Мы сидели очень весело и одновременно попивая горячительное. Парни не очень-то сильно налегали на спиртное, но все равно были уже в хорошем подпитии. Я захотела в туалет по-маленькому, но было очень страшно идти в темный лес, и я шепнула Юрию, чтобы он меня проводил и покараулил. На что Юрий ответил, что сам уже хочет отлить немного.
Мы встали и отошли в лес недалеко. Юрий предложил мне тут присесть. Сам отвернулся от меня. Я присела, и в пьяной голове у меня поплыли картинки. Я на минутку представила, какой прибор у Юрия. Какой же он? Я поняла, что я пьяная и хотела секса. Безудержного и грубого секса. Я вытерлась салфеткой, одела трусики, и меня качнуло в сторону Юрия, прямо вплотную. Он повернулся ко мне, и мы оказались лицом к лицу в полной темноте. Он ни секунды не раздумывая, сразу прижал меня к себе. Я почувствовала, как мне вниз живота уперлось что-то твердое и упругое. Мы слились в страстном поцелуе. Его руки скользили по моей спине и попке, прижимая ее к себе. Он делал поступательные движения, и я через его и свою одежду чувствовала его напряженный член. Я хотела его здесь и сейчас. И я ему прошептала об этом. Но он мне сказал, что на улице холодно и неуютно, предложив посидеть еще немного и найдя повод уединиться в моей палатке. Мы остановились, поправившись, проследовали обратно к столу. Сели. Меня бил озноб, то ли я замерзла, то ли от возбуждения. Юрий это почувствовал и, расстегнув свою куртку, накрыв одной стороной меня, прижав к себе. Я, прижавшись к нему, запустила свою руку со спины под его одежду и стала наглаживать его. Он же, запустив свою руку мне под одежду, со спины просунул руку мне на попку и стал сжимать ее. Я текла. Я хотела секса. Мы выпили еще по стопочке, и я зашептала ему на ухо, что давай уже, пойдем ко мне в палатку. Юрий сказал парням, что мы сходим до нашего лагеря и вернемся. Но по нам было видно, что мы навряд ли вернемся в ближайшее время. Мы встали и, отойдя от стола, Юрий попросил меня подождать, он нырнул в палатку и что-то взял с собою. Мы прошли к моей палатке. Юрий дал мне в руки блестящий предмет. Это был термос, и, предложив подмыться теплой водой, стал накидывать хворосту в наш костер. Я обрадовалась и, отойдя за палатку, быстро подмылась и, отдав Юрию термос, запрыгнула в палатку. В палатке тоже было очень даже прохладно. Раздеваться не очень-то и хотелось. Я скинула с себя бриджи и трусики, запрыгнула под одеяло. Юрий залез в палатку, застегнув вход. И мы страстно слились в поцелуи. У меня кружилась голова от предчувствия. Юрий целовал мне глаза, щеки, шею, губы. Я ему отвечала поцелуями. Одновременно он расстегнул мне кофточку, сдернув с меня футболку. Я тоже в порыве страсти стянула с него кофту и футболку. В палатке уже не казалось так холодно. Я была совсем голой. Одеяло сползло в сторону. Я пыталась снять с Юрия трико и трусы, но не получалось. Юрий помог мне. Он спускался по моему животику все ниже. Я попыталась остановить его, но он грубо прервал мои попытки. И вот его ротик и язычок заорудовал у меня промеж ног. Это был такой кайф. Сочетание природы, алкоголя и чужого мужчины. Я непроизвольно застонала. Это было блаженство. Юрий просто довел меня до такого оргазма, что мама не горюй. Я вся затряслась, выгнув спину дугой, и впервые в жизни я сквиртовала. Я, конечно, раньше читала и слышала об этом, но чтобы сама, такого не было. И вот когда я чувствовала, что сейчас я снова улечу, он вдруг остановился и замер. Я услышала, как рядом с палаткой разговаривали его друзья Сергей с Андреем. Они, потеряв Юрия, пошли его и меня искать. Юрий им ответил, что все в порядке. Они пошли в сторону своего лагеря. Я, протянув руку, схватила его большой прибор, притянув к своему рту, стала с жадностью сосать, причмокивая. Юрий уже не мог сдерживать свои желания, и, отбросив все условности, стал вгонять его в мой ротик. Я ощущала его так сильно, и мне очень нравилось. Так продолжалось всю ночь до самого утра, с небольшими перерывами. Что мы только не вытворяли. Я тогда даже забыла про то, что муж мог опомниться и приехать ко мне обратно. Понимаю, что я же все-таки одна на этом озере, и мне страшно. Я была на 7-м небе от счастья. Уже светало, и мы, распаленные и жаркие, выбившиеся из сил, лежали голые в палатке. Я попросила Юру уйти, понимая, что мой муж может опомниться и прийти в любой момент. Муж приехал к обеду. Извинялся. Я так и не ложилась спать. Да мне совсем и не хотелось. Мужа я тогда оставила виноватым. Мы к вечеру вернулись домой. Прошло уже 3 месяца. И вот теперь я хочу еще такого же безудержного секса. Корю себя за то, что не взяла номер телефона. Надеюсь, вам понравилась моя история. Жду от вас лайк и подписывайтесь на мой канал.
Если хочешь любить, люби. Дальше будет еще много интересного. До новых встреч. Пока.